Всем здорово, меня зовут Catfish Studio, и это 10-я юбилейная серия рубрики «Путь новичка» в CarX Drift Racing 2. В прошлой серии я говорил про советский автопром, да, и вот он. Вот она наша двоечка, которая сегодня и будет показывать вам, что такое дрифт. Сегодня мы узнаем, можно ли на суперслабых машинах дрифтить в CarX, как это правильно делать, и приобретем достаточно неплохую настройку от клуба Weekend Beers для нашего с вами правильного дрифта. Играя на этом аккаунте, в самом начале нам вместе с вами удалось пройти замечательное событие в игре, которое нам и дало автомобиль под названием Ice Ranger, aka ВАЗ-2102 в простонародье. И знаете, уже по названию Ice Ranger, наверное, каждому становится понятно, для чего эта машина была придумана. Я буду тебя любить, даже когда ты на небе. Ну а если нет, то я скажу вам, для зимнего дрифта. Спросите вы меня, а почему же она для зимнего-то? Для асфальта что, не подходит что ли? Конечно, она подходит и для асфальта, но в нашем случае это не так, потому что у нас нет на нее свап-мотора другого, который бы заставил ее ехать по нему. Поэтому мы как бы новички и будем покорять дрифт тем, что у нас имеется в наличии, а именно это Pro Drift 3 настройка на наш Жигуленок. Тут мы уже действуем не по отработанной схеме, но почти. Заходим в мастерскую тюнинга и ищем настройку под названием Catfish Winter и смело покупаем ее. Эта настройка была сделана клубом Weekend Beers, за что им прям огромное спасибо. Как вы поняли, под зимний дрифт нужна специальная настройка, потому что зайдя туда, вы просто, конечно, офигеете от того, как там все по-другому. Поэтому давайте начинать подготавливать нашу двоечку для сугробов. Конечно же, ставим на нее самый широкий обвес, зеркала, капот, багажник, фары и, конечно же, глушитель. Тут есть прикольные зубочистки, торчащие вверх, но мне больше по душе огромные банки. Не забываем про руль и диски. Диски мы ставим, конечно же, а-ля разварки. Мы же на жиге будем наваливать, правильно? Теперь красим ее в мой любимый цвет и лепим фирменную дешманскую наклейку ГОСТа. В этот раз прям, чтобы все видели. Назад можно медведя прилепить такого. Ну и, конечно же, паутинку забахать на колесо. Теперь ставим зимнюю резину, которая у нас также продается за серебро. И вуаля, наша Жига готова покорять зимний дрифт и влетать в стены со столбами. В CarX Drift Racing 2 пока что не бывает, насколько я знаю, топ-32 турниров зимних. Кстати, неизвестно почему. Поэтому сегодня мы погоним обычный XDS парный дрифт. В игре есть не совсем много трасс, а именно всего две карты. Castle Road и всем известно Красное Кольцо, только со льдом. Кстати говоря, благодаря нашей Жиге вы можете тоже выполнять задания теперь и в зимнем дрифте. Ну, чтобы золотишко подфармить. Начнем мы с конфига первого на Красном Кольце. И я спешу вас предупредить, что зимний дрифт лично для меня это пока что очень сложно и невероятно даже. У меня прям максимально не получается дрифтить зимой. По мне, это отдельный стиль и отдельный скилл, что ли даже. На самом старте вы уже можете заметить то, что ваш телефон будет терять зарядку быстрее, потому что у нас тут все белое. Наши глаза слепнут от бликов на льду, но ничего страшного. Со скоростью улитки мы пытаемся разогнать нашу машинёшку и более-менее поставиться. Еле-еле автомобиль управляется у нас с вами на льду. И первые ощущения от парного дрифта, конечно же, без матов, наверное, нельзя описать. Ну вот что, друзья, давайте-ка его... И маму. Очень сложно держать контроль над машиной, потому что она идет постоянно по инерции на внешнюю дугу, и вовнутрь, как ее опустить по траектории, я вообще до сих пор не могу понять, потому что она просто как корова на льду едет в сугроб и все. С божьей помощью проехал я лидером, и давайте теперь чейзером. Прям лютый кайф и эмоции вызывают постановки в зимнем дрифте. Она прям очень такая плавная и прикольная. Флип делается достаточно долго, и на ручнике можно провисеть некоторое время. Что касается перекладок, тут, конечно же, все идет чисто под скрипку и медленно, но в этом есть свой кайф и требования к скиллу. Давайте теперь второй конфиг Красного Кольца, всем известный и легендарный. Ну, потому что на нем любят поделать постановки с бэквордов и всякие 360 по льду. Ну, как бы в этом, наверное, весь кайф зимнего дрифта. На разгоне там проблем нет. Бах! Едем! Едем! Разгон и та самая постановка в огромный угол, плюс контакт в дверь, от которой там просто наш лидер может негодовать и начать бомбить. Ты что, дурак?
В зимнем дрифте жесткий кайф доставляет именно постановка по мне. Дальше, в низкоскоростных зонах мне прям уж очень тяжко приходится, потому что я не особо понимаю, когда и что нужно нажимать, чтобы зацеп машины появился на льду. Короче говоря, огромные углы на льду при постановках и даже в углах — это прям то самое, ради чего стоит дрифтить зимой. Давайте глянем, что у нас на Castle Road. Данный конфиг по мне прям чисто реально, чтобы расслабиться на нем и убивать свою жигу. Вы только посмотрите, с какой скоростью мы несемся в парном дрифте по льду просто за лидером. На самом деле, это прям супер крутые эмоции. Машина скользит очень приятно, и физика игры реализована по мне достаточно хорошо для зимнего дрифта. Если вы перебрали с углом, жмите ручник, иначе вас развернет. Перебрали с газом, тоже можете попрощаться со своей машиной, потому что она будет чисто лежать в сугробе. Также кайф зимнего дрифта в тех самых кизеолах, потому что машина идет максимально плавно, и вот такие вот касания об стены уж очень приятно делать, что доставляет прям лютейший кайф при игре в CarX. Если немножко подытожить, можно сказать то, что парный дрифт зимой это круто, он требует большого скилла, как по мне. И да, благодаря ему вы можете без моторов на супер слабых машинах участвовать в турнирах с реальными внутриигровыми призами даже. Как мне известно, как-то раз, а может и не раз, проводился турнир по зимнему дрифту в CarX, в котором участвовали реальные люди, и все было неплохо организовано. Даже вот можете глянуть заездик с того самого турика, где ехал мой соклуб под ником Болкара. По мне это прям очень крутая движуха. Зимний дрифт дает вам возможность не прям сильно зависеть от настройки вашего автомобиля, мотора и мощностей. Здесь вы можете нагибать даже на слабых машинах с ProDrift 3 прокачкой. Ну а что касается настройки машины под зимний дрифт, то вы можете обратиться к каналу CarX Tutorials. У него есть очень информативный ролик по этому поводу. Если что, ссылка на его видосик оставлю в закрепе. И это не реклама. Просто реально Тенео красава и поможет вам. Кстати, как по мне, зимний дрифт очень прикольная штука, которая поможет вам расслабиться в CarX. Тут вы можете зайти в тренировку и чисто покататься по Красному кольцу, позалетать в повороты с бэквордов красиво так и наделать неплохие скриншоты в игре. Короче говоря, зимний дрифт в CarX Drift Racing 2 реализован достаточно хорошо, и наверное это прям идеальный вариант для новичков в этой игре, потому что здесь нужен только лишь ProDrift 3 без других моторов. Без мощностей машины вы можете с легкостью побеждать даже в реальных турнирах. Поэтому покупайте Жигули, проходите события, и да, на этом я с вами прощаюсь. Подписку на канал кидайте, ставьте жирнейший лайкос, пишите свои комментарии под ролик, и наверное это была заключительная серия нашего с вами пути новичка в CarX Drift Racing 2. Надеюсь, за 10 частей вы смогли понять, что вам нужно, как и для чего делать в этой игре, чтобы стать крутым нагибатором. Да, в общем, всех люблю. Спасибо, что смотрели эту прекрасную рубрику. Обнимаю всех и на этом прощаюсь с вами. Пока-пока.